Привет всем! Сегодня я буду играть с котиками, и котики будут играть друг с другом. Ситуация необычная, потому что я играю с ними достаточно редко. С ними играет Ирина, или они сами себе находят такое развлечение. А в этот раз я решил заслужить больше их доверия и любви, взял в руки удочку со шнурком и стал играть. Вот смотрите, они ждут, потому что Ирина вышла из дома, и они ждут. Они всегда ее ждут. А ты тут шумишь? Я случайно на ту эту нажала. Я Андрею предложила, знаешь как? Арчика на шлейке на максимум выпустить поводок, привязать там к И столбику. привязать за столбик, пусть Да. ходит, да? Ну а что, он все равно сидит, смотрит. А что ты принесла, эту краску, что ли? Да, я принесла краску. А что будем красить? Ну там, где кошки залапали. А, где кошки залапаны? Ну, мне тоже в кабинете надо подкрасить. И вот это постоянно. Ирина, если зайдет в кладовку, там стиральная машина, сушильная, гладит, что-то делает, дверь закроет, парочка садятся перед дверью, начинают орать. А где ты там? А мы недавно поехали вместе с Ириной в супермаркет. Обычно я езжу один, всегда я езжу один. В этот раз она решила поехать со мной, посмотреть, что изменилось в мире за те 3 месяца, когда она не выходила за пределы нашего участка. И Андрей потом рассказывает, они устроили просто концерт, бегали по дому и орали. Потому что если она выходила, ее всегда можно было увидеть из окон, где-то на участке. А в этот раз она вышла, а из окон ее не видно. И котята были просто в полном расстройстве. У нас есть абсолютная полная любовь к Ирине, а я, бегаю с камерой, иногда бываю полезен. Вот у нас с Анфиской постельные сцены, она любит ко мне прийти и поспать. Вот сейчас посмотрите, вот это такая зачетная драчка. Это Арчик лупит Анфиску. А потом будет объяснено, за что именно. Вот эти клочки, это... Это еще не все. Лежат клочки по закоулочкам. Ну что, Фиска, наподдали тебе хорошенько? Чего не поделили-то? То есть это Арчик хотел погулять, а вместо этого взяли Анфиску, да? Ну, там такая история была. Арчик гулял на улице и встретил Вилли. А Вилли шел домой. И Арчик, он же любит Вилли, они у них дружба, и он зашел вместе с Вилли домой, не нагулявшись. И тогда повели Анфиску. И через некоторое время Арчик осознал свою ошибку ужасную. И Что он как дурак зашел домой, а Анфиску повели гулять, да? И он стал плакать и проситься, и смотрел, он же видит, как она Я слышал, как он плакал. Да, он хотел идти гулять. Но вот так вот. И когда она пришла, Он ей наподдал. он был очень в плохом настроении. А тут она повернулась. Расстроенный был. И тут и произошло все. Понятно, что Ирина их кормит, Ирина с ними играет, она ими занимается. А, соответственно, они ее любят, как хвостики за ней бегают. А я, в общем-то, Анфиска ложится спать со мной. Да, и дневной сон, и ночью она рядом со мной, приваливается к ноге, спит. А кроме того, вечером при просмотре сеанса они у меня выпрашивают прошутто. Они садятся рядом, я как-нибудь засниму, это великолепное зрелище. И, в общем-то, все мои контакты с ними на этом ограничиваются. Естественно, я хожу, наблюдаю за ними, снимаю. Котик Вилли там наверху дежурит. Опять стал лазить на крышу. Потеплело. Пока минусах днем были, холод стоял, он на крышу не лазил. Он говорит, не дурак. А что, говорит, буду штаны морозить.
А сейчас опять стал. Вот каждое утро я выхожу на свою прогулку, а он сидит на крыше. Вот. И я решил, что мне надо что-то делать. Мне надо как-то вот, ну, начать кормить. Ну, пусть Ирина кормит. А вот играть с ними я, в принципе, могу. Вот подумал, что возьму, буду удочкой с ними играть. Ну, а что из этого получилось, вы еще увидите. Ну, что-то получилось. Вот. А сейчас, ну, озеро замерзло, потом было потепление немножко, так сказать, оно не растаяло, было потеплее, а сейчас прогнозируют на вторую половину февраля какие-то опять морозы. И причем до этого у нас рекорд этого года был минус 13, обещают до минус 15. Ну, соответственно, бедные мои птички, бедные мои лебеди и утки. А ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что мы со всем этим справимся. Вот. Анфиска, она откликается хорошо на голос, то есть ее на кличку свою. А я просто, когда отправляюсь спать, ну, например, у меня послеобеденный сон такой, я ей: Анфиса, Анфиса, все, пошли, пошли. И она бегом прибегает, вот, ложится рядом со мной, и мы с ней спим. Ну, такое вот у нас социальное общение есть. Ну, Анфиска, она вообще, она со всеми старается поддерживать такие отношения. Арчик в этом отношении, он не просекает, что так надо. Арчик просто вот, он красивый, сядет и говорит: вот любите меня все. А Анфиска понимает, что надо вот, за любовь надо бороться. Вообще хитрющая, конечно. Ну, за что ей иногда от Арчика и перепадает. Тоже в кресло улеглась. Что интересно, по силе, по ловкости Арчик как бы покруче Анфиски будет. Вот, гораздо покруче. Как он взлетает там на лежан. Ну, то есть он такой крепенький, шустренький. И физически, когда они начинают драться, он ее побеждает. Но относительно характера просто даже никакого сравнения нет. Смотрите, Арчик любит играться с моим тапочком. Вот я стану, он вот так возьмет и начнет мне за тапочек кусать. Не знаю, чем там мой тапочек пахнет, но ему нравится, очень, очень нравится. Но психологически Анфиска давит Арчика просто... Вы видели в прошлых видео кадры, когда вот если играешь с Арчиком, подходит Анфиса, Арчик сразу убирает лапы, садится, он перестает играть и начинает играть Анфиса. То есть он в ее присутствии вообще не осмеливается. При том, что физически он ее сильнее. Вот что значит сила характера. Она у него, когда я им вечером даю прошутто, вот, один сидит с одной стороны от меня, другой с другой стороны от меня. И я по-честному кусочек одному, кусочек другому. Но Анфиска норовит перепрыгнуть, если не успеваю поднять колено вверх, в преграду, выставить колено. Она перебегает, и пока Арчик там нюхает, вот, она подбегает, как только она вот морду свою опустила, Арчик сразу убирает голову. И она берет его кусок, съедает. То есть она у него забирает еду, она ему не разрешает играться. При том, что он физически сильнее, периодически вот у него какие-то всплески происходят, он ее начинает лупить. Ну вот, нам нужен кошачий психолог. С ними надо работать, с Арчиком. С Анфиской все нормально, с Арчиком надо работать. Обратите внимание на штаны Анфиски. Они, на самом деле, панталончики у нее ничуть не хуже, чем у Арчика. Но у Арчика они белые. Поэтому они такие яркие и приметные, и очень такие комичные. А у Анфиски они серые, сливаются с тем, что выше. Вот, и поэтому как бы вот не такие видные, не такие заметные. Вот я наладил удочку. Вопрос был, вот почему вы не привязываете какие-то там бантики или что-нибудь. Вот привязываете бантик, как кошка может играться. Это еще было со времен котика Вилли. В одном из роликов я говорил, что стоит привязать бантик, перестает играться. И то же самое с этими, с котятами. То есть, если что-то на конце есть какая-то, или игрушка там какая-нибудь, мышка, или какой-нибудь бантик, они не играют. А вот обычный шнурок для них самое то. Почему так?
Не знаю, напишите в комментариях, если ваши коты, вот как ваши коты. Вот у нас ничего не надо придумать. Просто веревочка, ну в данном случае вот у нас такие шнурки цветные, длинные, хорошие, подходящие есть, нашлись. И вот есть шнурок, удочка, вполне достаточно, чтобы кошка уже интересовалась. Вот так. Коробка уникальная. Коробка, с этой стороны есть окошко, а с другой стороны есть дверь. Вот, я буду снимать и с этой стороны, и с той стороны. То есть идет игра такая тотальная. Вот. Анфиска постепенно начинает играть все, так сказать, спокойнее. Раньше она просто вот как бешеная волчком вертелась. Сейчас все больше стала такой занимать позицию наблюдения. То есть она ждет, выжидает и бросается. Ну, то есть абсолютно правильная охотничья тактика. Видимо, научилась у котика Вилли. Вот я взял 2 шнурка, стал ее путать. Вот, одновременно 2 шнурка, пытаюсь ее запутать. Но это не так просто. Она требует, по вечерам у Ирины есть с ней сеанс игры, обязательный. Он происходит либо на нашей кровати, то есть она как бешеная там по кровати бегает, а либо происходит где-то в другом месте, там с коробкой, но у них обязательно минут 15 такая активная игра. Причем вот Анфиска, она четко знает дневное расписание. Вот она знает, что вечером мы будем смотреть телевизор, и при этом ей будет полагаться, ну, кусочек вкусняшки. Соответственно, она прибегает на кухню, контролирует, все ли я там нарезал. Пытается на стол залезть, я ее со стола прогоняю. Вот она за мной следит. А как только я понес, она пулей там взлетает на диван. Иногда бокал, если я уже знаю, что бокалы надо потом в последнюю очередь ставить, потому что может смести. То есть она четко знает, что вечером будет то-то. Арчик нет, вот лежит, и когда уже увидит, что все начали, вот все началось, и вот какие-то тарелочки, и Анфиска там, он тогда вот слезет, придет. То есть он заранее, вот я не знаю, он понимает, что ну, должно быть, потому что каждый вечер бывает. Или он такой связи еще не сделал, не знаю. А у Анфиски есть вот эта игра обязательная послеобеденная. У Анфиски есть сон. Да, она знает, что я должен пойти спать, и надо будет пойти, привалиться ко мне к ноге и стать облизываться. Начать облизываться. Это у нее... Я пытаюсь заснуть, а она спиной оперлась об ногу и лижется. Толкает меня. Ну, я ее прогнать, конечно, не могу. Вот. То есть Анфиска имеет некоторое представление о распорядке дня. То есть чего ожидать в течение дня, в какое время. Арчик четко выучил, когда ему положена консерва. Вот он знает, что время. Вот. Но они все тогда, и Вилли, и они все подходят и начинают страдать. Вот эту коробку я в ней держал бумаги. Потом бумаги отнес в гараж. Коробка в коридоре стояла какое-то время, она на колесах. Ну, такой контейнер для бумаг. И котятам очень понравилось. Они в нем и спят, и как-то вот... А если в него запрыгивать, он начинает ехать. Ну, тоже. То есть, это коробку в итоге ее в кабинет забирать не стал. Ну, какое-то время пусть постоит, пока они с ней играют. Спят в ней, ну, пусть будет. Вот так, вот так. Вот так. Короче, игры продолжаются. Буду держать вас в курсе. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!